Меня обзывали геем, и это считалось как ругательство. Мама сразу заплакала и начала говорить, что вот, что же я не так сделала, как же я тебя неправильно воспитала. Там. Как бы это для белорусов странно не было, да, я хочу, чтобы у меня был муж, я хочу, чтобы у меня были дети. После событий 2014-2015 года с Мишей Пищевским, который выходил из гей-клуба, его просто избили и убили, очень много страха получить эту агрессию, и у меня в том числе. Я не хочу быть убитым. Platinum Gay Boy. Это человек, который ни разу не встречался с вагиной. Я никогда не был с девушкой, мне никогда сексуально не привлекали девушки. Меня смущало изначально то, что я вот не такой, как другие, а в Библии написано, что это грех. Я могу сказать, что с лет, наверное, даже 8, когда уже начинает нравиться кто-то, мне изначально не нравились девочки. Молился, просил Бога, чтобы Он изменил мое сознание, чтобы этого не было, потому что я очень это боялся. Осознала в 13, у всех была первая любовь вокруг одноклассников, а у меня случилась Юля. Это было именно первое глубокое чувство. То есть это не было на уровне симпатии, это не было на уровне девчачьих приколов, это попробовать с девочкой, а там с подружками какие-то чмоки. Нет, это было именно осознание, что вот этот человек, он для меня важнее, чем я. В 4-5 лет я подумала, что мне нравятся и девушки. Мне главное не то, что у людей между ног, мне главное сам человек. Я это чувствую, этому есть место быть. И у меня не было такого, что я думала, что какие-то проблемы со мной. У меня, наверное, больше было проблем к обществу. Это просто было всегда. У меня не было момента, когда я что-то там понял, что вот что-то там такое. У меня несколько было серьезных отношений с девушками. Я честно могу сказать, что пытался соответствовать всем этим нормам. И принял я себя уже лет в 17, когда встретил первую любовь, и стало понятно, что ничего подобного испытать с девушкой мне не получится. В школе мне всегда были интересны парни, которые там были. То есть мне просто, наверное, было сложно себе в этом признаться, потому что в том окружении, в котором я был, это никогда не было бы принято, и это бы пытались как-то исправить во мне. Меня обзывали геем, и это считалось как ругательство. То есть это было неприятно. Даже мне тогда это было неприятно. С родителями было сложно, родителям боялась говорить. Один был прямой разговор, когда по телефону я сказала, что я останусь ночевать все-таки не у подруги, а у своей девушки. Повисло секундное молчание, потом мне сказали, ладно, хорошо, до завтра. До сих пор звучат, конечно, такие фразы, что там про мужа что-нибудь. Папа просто шутит, что какая разница, где она была, девочки не беременеют. Мне было 20 лет, я подумал, последняя вечеринка, пока люди думают, что я гетеро. Повеселитесь, я хочу побыть с вами сегодня, как тот человек, которым вы меня запомнили. И ровно после этой вечеринки я вывел маму с собой на разговор. Мама, я не могу больше скрывать часть себя. Я останусь таким же человеком, которым был. Ты помнишь эту вечеринку, на которой мы все тусили? Вот да, видишь, сколько у меня друзей, видишь, сколько у меня знакомых, и они же все останутся. Я говорю, я люблю парней, я не могу быть с девушками. И после этого моя мама рассказала, не могла таить эту тайну, и рассказала моим братьям. И мои братья тогда начали меня очень поддерживать и начинали говорить тоже через какое-то время, ты все это долгое время молчал. Мама сразу заплакала и начала говорить, что вот, что же я не так сделала, как же я тебя неправильно воспитала там, и так далее. Начала себя винить. Но вот сейчас она ходит на группу для родителей ЛГБТ-детей, и она уже на другом совершенно уровне понимания находится. Я очень рад этому, потому что сейчас она чувствует себя комфортно. Но папе я самому последнему сказал, что я гей, и он до сих пор, конечно, говорит, что это все ерунда, зачем тебе активизм, если даже у тебя гомосексуальная ориентация, сиди дома там и просто живи, тебе никто не мешает, ты сам себе создаешь проблемы и так далее. Я никогда в жизни не собирался рассказывать своей семье об этом. У меня религиозная семья, у меня отец пастырь в церкви, мой брат очень любопытный. Он взломал мою страницу ВКонтакте, и я считаю секунды. Так, он сейчас читает, убеждается во всех своих домыслах, идет, рассказывает папе, маме, а потом уже всем остальным. Мой старший брат, этот младший, который рассказал все, и муж сестры, они приходят с таким взглядом, да, строгим, серьезным, собирайся, ты едешь домой. Я говорю, в смысле, мне на тот момент уже было 18 лет, я быстро сумку в руки, окно открываю через окно. И я бегу, куда глаза глядят, бегу вообще, не останавливаясь.
За мной гнался мой брат босиком, догнал меня. Я не знал вообще, что делать. Я пытался просить помощи у людей, а он говорил, он не в себе, он ненормальный, мы его отвозим там в психушку, все такое. Молитвы постоянные в церкви, изгнание духов злых даже из меня. Сколько раз было. Я ничего с этим поделать не могу. Если Бог есть, значит, Он меня таким сотворил. Сейчас уже намного лучше общаюсь, но однако они ждут того, что я вернусь в церковь. Они очень этого ждут. Но этого не будет никогда. Пап, мам, этого не будет никогда. Сестра была первым человеком в семье, с которым я поделился. Она сказала, что типа, ну, ты в любом случае, мы тебя любим любым, но это отклонение. А потом я рассказал маме. Первая фраза, что приезжай, мы тебя очень ждем и примем тебя любым. Вот, а потом чуть позже она сказала, что ну я все-таки надеюсь, что когда-нибудь у тебя будет нормальная семья. Я постарался ей объяснить, что для меня как бы нормальная семья это в которой я там с любимым человеком, неважно какого он пола. Не думаю, что для нее это возможно, потому что для нее религия и то, во что она верит, гораздо важнее, чем я. То есть для меня это понятно, это грустно и больно, но это так. Я могу позволить себе проявление только своих чувств к своему партнеру только в компании, в которой я доверяю. После событий 2014-2015 года с Мишей Пищевским, который выходил из гей-клуба, его просто избили и убили. Очень много страха получить эту агрессию, и у меня в том числе. Я не хочу быть убитым. У меня были девушки, которые тоже принимали вот это решение как-то не афишировать ничего, как-то аккуратнее себя вести в обществе, но я никогда таким не страдала. Это нормально, это я. Если мне хочется выразить свое отношение к человеку, то я его выражу. То есть я против прям вот каких-то публичных там лизаний и так далее, но я этого против в гетеропара. Наверное, целоваться публично я бы не осмелилась с девушкой, да, там, обнять, там, взять за руку, да, потому что это могут расценить как подружки, да, потому что все-таки я понимаю, в каком контексте я живу. Я понимаю, что какая реакция может последовать. Мне не нравится, что некоторые говорят, вот я принципиально буду ходить по улице за ручки. Но у нас не готово общество пока к этому. Буду я в Америке, пожалуйста, я похожу со своим партнером за ручки. Но в любом случае я свои, так скажем, вот эти вот страсти на улице показывать не буду все равно, где бы я ни находилась. Дискриминация в стране. Для меня ее нет. Я спокойно могу работать, я спокойно могу учиться. На данный момент мне не приходится задумываться просто пока что о семье, там, о усыновлении детей, о институте брака. Для меня это на данный момент не важно. Но я понимаю, что просто так это не пройдет, когда-то для меня станет это важно. Я пока что морально готовлюсь к тому, что я смогу сделать в этой ситуации. У нас нет доступа к никаким государственным институтам. Ни брака, ни семьи, ни усыновления, ни возможность посещать партнера, если он в реанимации. Это, безусловно, способствует высокому уровню суицида среди ЛГБТ-людей, а также большому количеству эмиграции, потому что ЛГБТ-люди не могут чувствовать себя в безопасности в этой стране. Я получаю еженедельно письма, сообщения от людей, которые сталкиваются с дискриминацией, которые сталкиваются с подставными свиданиями, когда ты приходишь якобы к своему, возможно, будущему романтическому партнеру, а оказывается, что это человек, который хочет тебя избить, унизить, шантажировать. Буквально месяц назад нам написал парень, которого семья собственная держит в заложниках. Они узнали о том, что он гей случайно, и они не выпускают его из дома, они забрали у него телефон, выдают только иногда, когда ему нужно сделать по учебе что-то там. Они нашли ему жену, типа, на которой нужно жениться. Они ему угрожают, это проявляется физическое насилие. Я человек, который плачу налоги в этой стране. Я не могу получить той безопасности. Я боюсь позвонить в милицию в 102, и если у меня будет дискриминация или гомофобный какой-то нападок, что меня могут защитить. Получается, единственный номер, который я могу набрать, это спецдокладчик ООН по правам человека. И это, наверное, единственный человек, которому мне придется звонить, если со мной что-то будет происходить. Права у всех людей должны быть одинаковыми. Как бы это для белорусов странно не было, да, я хочу, чтобы у меня был муж, я хочу, чтобы у меня были дети. Я считаю это нормальным, хотите этого. Вот. Почему другим можно, а мне нельзя? Лучше наши дети будут сиротами и сидеть в домах, чем мы дадим вот однополой паре ребенка. Вы думаете о том, кто будет рожать, а кто будет заботиться о тех, кого вы нарожали? Вот скажите, пожалуйста. Общество готово или общество не готово к чему-то. И мне кажется, пока само государство не начнет транслировать пример,
Пока само государство не начнет предлагать какие-то новые взгляды, позитивные, да, например, на ЛГБТ-людей, общество-то никогда к этому может и не быть готово. 80% гомосексуалистов нового поколения – это жертвы агрессивной рекламы и пропаганды ЛГБТ, то есть дезориентированные сексуально. Я не думаю, что гомосексуальность – это такая вещь, которую можно прорекламировать, типа как какой-то, не знаю, товар. Смотрите-ка, новый вид сексуальности. Давайте-ка я его попробую. Это просто то, что в тебе есть с самого рождения. Оно проявляется не от того, что кто-то тебе что-то где-то показывает или говорит, что вот гомосексуальность — это круто, или смотри, как это, типа, интересно, а просто, ну, ты так чувствуешь. А зачем это вообще открыто говорить, что ты гей? Никто ж не кричит на улице, что он нормальный или что у него геморрой, к примеру. Про геморрой, пожалуйста, не надо говорить, это неприятная для людей тема, а отношения любовные — это приятная тема, почему бы не поговорить об этом? Я призываю вас, пожалуйста, говорите о том, что у вас геморрой, и другие люди, у которых есть геморрой, вы найдете поддержку и сможете лучше с этим жить. Так именно это работает, что мы говорим это для того, чтобы показать, что у нас есть право на публичное пространство, показать о том, что мы есть, и у нас есть какой-то определенный опыт, мы социальная группа. Ты говоришь каждый день, что ты нормальный. Ты приходишь на работу и говоришь: о, мы там вчера со своей женой ходили там туда-то. Или ты приходишь и говоришь: ой, там такие телочки, мы познакомились с ними вчера. Там. Ты говоришь об этом каждую минуту, не надо мне вот это врать, вот это все. Вам ведь не дано природой иметь детей. Как вы можете требовать разрешения усыновления? Мне природой как раз-таки дано иметь детей. Я прекрасно могу получить ребенка. Я могу... есть очень много способов суррогатного материнства. И я знаю очень много гетеросексуальных людей, которые не могут тоже получить ребенка и зачать его, не знаю, через половой акт. Добиваясь преимуществ для себя, вы разве не ущемляете право большинства? Зачем государству думать о правах геев, будто нет других проблем? Ай-яй-яй. Ущемить права большинства невозможно, потому что большинство защищено всеми теми институтами и законами, к которым хотим иметь доступ. Мы просто хотим эти же права получить. Государству нужно думать о правах ЛГБТ-людей, потому что это выгодно всем в конечном итоге. Когда мы видим, что вместо ненависти и вот этой агрессии мы можем прийти друг другу навстречу, поделиться своими проблемами и можем понять, как сделать нашу страну лучше. Я абсолютно за то, чтобы все люди обсуждали те проблемы, которые их волнуют. Почему кто-то мне запрещает это делать, я не понимаю.